Врачи и сотрудники госпиталя Носа Сенхора ду Россия в Кампо-Ларго, Бразилия, установили, пожалуй, самый сложный рекорд в истории мирового акушерства. Они сумели 123 дня поддерживать жизнь в теле женщины, чтобы дать возможность родиться двум ее детям. Отец детей описывает произошедшее не иначе, как чудо. Его супруга, 21-летняя Франклин да Сильва Замполи Падилья, перенесла кровоизлияние в мозг в октябре минувшего года на 9-й неделе беременности. Она так и не пришла в сознание и стала, как бы это жестоко ни звучало, овощем. Доктора сразу сказали, что зародыши не выживут, и через пару месяцев, в феврале, приняли решение отключить систему жизнеобеспечения. Перед этим, по протоколу, провели обследование на УЗИ и с удивлением обнаружили, что оба плода исправно развиваются. Личность, разум женщины были давно мертвы, но ее тело продолжало жить и вынашивать своих деток. Врачи несколько дней наблюдали за странными пациентами и пришли к выводу, что внутренние органы Франклина здоровы и их ресурса должно хватить, чтобы довести беременность до конца. Это шанс спасти две жизни, надо бороться. Доктор Дальтон Ривабим обратился за помощью к коллегам из Португалии, которые уже провели схожую операцию, обеспечив сохранность плода в течение 107 дней. Но никто не знал, сколько именно протянет организм мертвой мамы, и уж точно врачи Носа Сенхора ду Россия не рассчитывали на рекорд. Целых 123 дня доктора поддерживали жизнь в теле Франклинен, а потом извлекли младенцев при помощи кесаревого сечения. Но никто не знал, сколько именно протянет организм мертвой мамы, и уж точно врачи Носа Сенхора ду Россия не рассчитывали на рекорд. Целых 123 дня доктора поддерживали жизнь в теле Франклинен, а потом извлекли младенцев при помощи кесаревого сечения. Ее брат Асаф, но настоящими героями этой истории стали сотрудники больницы, врачи, медсестры, психологи и даже охранники. Мало поддерживать жизнь в теле беременной, нерожденным детям нужна еще и ее забота, любовь. Коллектив больницы по очереди нес дежурство у постели мертвой мамы, они разговаривали с ее детьми, пели им песни, говорили слова поддержки. Это была не рутинная медицинская процедура, а слаженная, уникальная работа многих людей, которые счастливо плакали, когда малыши появились на свет. Изначально, после смерти мозга Франклин, врачи сказали ее мужу, что остается только дождаться, когда маленькие сердца перестанут биться. Тогда отключат аппаратуру, и он сможет похоронить жену и неродившихся детей. Но случилось маленькое чудо, и теперь в мире стало на 2 новых жизни больше. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.